Привет, любимые! В этом видео мы с вами отправимся в волшебный Дагестан. Начать я хочу с приятных изменений, которые меня удивили. В аэропорту 99,9% людей были без лицевых аксессуаров. То же самое было и на борту самолета, чему я безмерно счастлива. Спустя 3 часа я прилетела в Махачкалу. И сидя на лавочке возле аэропорта, мое внимание привлекли автомобили, где на 1 квадратный метр Лада, Лада и Лада. Сам город выглядит очень своеобразно. Здесь полное смешение стилей. Такое ощущение, что город только-только начинает пробуждаться, понимать, в каком вообще направлении ему двигаться, пока это все смотрится так непонятно. В Дагестан я приехала в компании совершенно незнакомых девушек. Мы заселились в квартиру вот с таким вот видом. И что из этого вышло, из этого трипа незнакомых девушек, я вам скоро расскажу. Пока посмотрите квартиру. Первая локация, на которую мы приехали, это был дагестанский заповедник Сырыкум. Это крупнейший песчаный бархан в Европе. Это одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии. Что примечательно, дюна являлась местом съемки для фильма «Белое солнце пустыни». На дюны нужно еще суметь добраться. Нужно подниматься все время в гору, поэтому рассчитывайте свои силы. Дюны являются одним из самых фотографируемых мест в Дагестане. Смотрите сами. Получается, вот снизу, где я показываю, мы оттуда пришли к этому бархану. Вот такой мы путь проделали. Народ сюда прибывает постоянно, так как это одно из самых туристических мест в Дагестане. Смотрите, какое атмосферное место я нашла. Это дом-музей. Музей природы. Смотрим. Смотреть там не на что, там чучело животных, поэтому мне это не интересно. Я просто иду изучать местность. Сбежала я с ветра, хочется согреться. Так. Что, дорогие, пришла я греться в машину, ем капусту. У меня сейчас специальное такое питание, только овощи, иногда яйца. Что еще? В принципе, все. И мне нужно хотя бы месяц вот так вот продержаться, потом уже дальше посмотрим. Но, если честно, мне не хочется останавливаться, мне нравится. Я, в общем, в шоке от первого дня трипа. Гид совершенно не разбирается вообще в своем деле. То есть он совершенно не профессиональный. И нам вот подобрали такого человека, который не профессиональный, который не может рассказать о своем крае, о том месте, где он родился.
Я понимаю, что не все могут быть гидами, но мы приехали в тур, у нас такой профессионал. Вот этот непрофессионализм, он во всем. От режима дня, распорядка дня. То есть в мелочах какой-то, знаете, непрофессионализм, он читается. Я просто планировала до февраля, получается, до тех событий, которые произошли в феврале, организовывать туры. Просто я сейчас понимаю, возможно, для чего мне вот дана такая ситуация, чтобы мои туры были настолько крутого качества, что просто небо и земля. И просто я вижу, какого качества людей я хочу видеть в своих турах, там, осознанных, по поводу, как они питаются и так далее. Это же очень важно. То есть даже если посмотреть, какую элементарно люди слушают музыку, казалось бы, элементарно, музыка и музыка. Но это культура, это качество тебя, это определяет тебя. Честно скажу, водитель очень приятный. Но это водитель, это не гид. Вот сейчас он только что подошел. Пожелал мне приятного аппетита. Здесь есть зоопарк. Сейчас мы туда пойдем. Ну, в общем, это для меня урок. Я, получается, не знала никого, не знала организатора девушку. Какие у нее принципы в жизни вообще, каким постулатам она следует, какой она человек, чем она увлекается. Вообще ничего не знала. Был у меня внутри такой, знаете, сомнение. Но, возможно, эта ситуация мне дана для чего-то. Я такой человек. Стараюсь все равно видеть положительное. Но вчера, когда просто мне не давали спать, вы знаете, это вообще насилие, когда даже в тюрьмах это делают, в пытках. То есть, когда человека лишают сна. Я просто не понимаю. Организатор, психолог ничего не понимает в питании, в образе жизни, как это важно, как это влияет, в том числе на психологическое состояние человека. Я думаю, господи, я больше тебя знаю. Хоть у меня нет диплома, но я человек увлекающийся очень многим. Ищите своих людей. Всегда. В общем, подытожим. Все, что не делается, все к лучшему. И скоро, возможно, я вас приглашу в свои авторские туры. Только девушек. Вот. Для тех, кто мне доверяет, моему вкусу, моему опыту большому. По образованию я менеджер в гостиничном и туристическом бизнесе. Путешествую я по заграницам с 9 лет. У меня очень большой опыт. Я знаю, что такое сервис, что такое обслуживание. Поэтому желаю себе в следующий раз просто быть повнимательней. Люди, слушайте себя,
свои истинные желания. Это очень важно в любом деле. Обнимаю. Также в заповеднике есть зоопарк, в котором можно потрогать животных в естественной их среде. Например, лошадок. С водителем в новое место. Кто бы мог подумать, в маковые поля. Сейчас я покажу. Друзья, я не знаю точно, где находится это поле. Это могут знать люди, которые там живут, но таких полей в Дагестане очень много. И, конечно, я уверена, вы их найдете по дороге. На обед мы заехали в очень интересное природное место. Это называется экотур-комплекс «Глав Рыба», который находится на берегу реки Сулак. Это такое место отдыха, прогулок. Здесь можно посидеть в ресторане, погулять, послушать шум воды. К сожалению, мне не удалось снять еду, потому что я была очень голодна и ничего не успела снять, но успела снять человека, который нам приносит чай. Одно из интереснейших приключений, которое может с вами произойти в Дагестане, это интересная прогулка на катере по горной реке, куда я и отправилась. Вообще Дагестан — это про красивые виды, про захватывающие виды, где постоянно хочется снимать и снимать. Ты не веришь своим глазам, что ты это все видишь, что это все живое. С одной стороны горы, с другой стороны горы. Это просто нужно увидеть.
один из дней мы приехали в очень интересное, красивейшее село Тлярота. Попасть сюда было непросто. Мы ехали по серпантину. И что самое интересное, здесь пограничный контроль, нужно заранее давать свои показания паспорта. Поэтому, чтобы сюда добраться, нужно подготовиться заранее. Остановились мы здесь в гостевом домике. Как я уже и говорила ранее, Дагестан только пробуждается для туризма, но еще совсем-совсем дикий, неопознанный. И здесь мало комфортабельных гостиниц, поэтому нужно быть к этому готовыми. Здесь есть гостевые дома. Но, возможно, это и хорошо, что Дагестан остается таким еще диким, самобытным. В этом, конечно, тоже есть своя прелесть. Рядом с селом Тлярота замечательные, красивейшие виды, которые я не видела нигде, ни в одной стране. Это просто завораживает, удивляет, поражает, что? Это Россия? Ты смотришь на все это и думаешь, это что, кино? Может быть, это кино, может быть, это что-то нереальное. То есть это настолько интересно, настолько натурально, природно. И то, что вот она жизнь, вот она настоящая жизнь. Еще я побывала в волшебном поселке, который называется Гибгуда. И это просто что-то нереальное. Такая красота. Люди живут в горах, высоко в горах. В этом поселке всего лишь 5 семей. Об этом мне поведал хранитель этого места, с которым я там познакомилась. И как после того, что вы видите здесь, в Дагестане, вы еще можете верить в то, что на земле перенаселение, что нам негде будет скоро жить и так далее. Посмотрите на Дагестан, на такие просторы, которые есть здесь. Земли нам на всех хватит. Приезжайте в Дагестан. Еще одной очень интересной точкой стало место Старый Гор. Чтобы туда добраться, можно это, конечно, сделать пешком, а можно это сделать на такой буханке. Проезд будет стоить 100 рублей с человека. Это место находится рядом с Грузией, и даже можно увидеть горы Грузии. Место на самом деле довольно-таки опасно, потому что там нет ограждений, нужно быть очень-очень аккуратным. С этого вида делают, кстати, очень классные инстаграмные фотографии на склоне горы, поэтому кто бесстрашный, welcome. Еще в Дагестане мне удалось посетить город Каспийск. Находится на берегу моря, как вы уже поняли. Ничего особого мы там не смотрели. Мы просто приезжали переночевать. Единственное, что удалось сделать, это прогуляться по набережной. Что, дорогие, выезжаю я из апартаментов, и подошли, такие навстречу шли полиция, и такие они милые, такие говорят, типа, у вас все хорошо? И так приятно вот это вот внимание. Вот в этом городе, в этой республике лично я себя чувствую вообще в полной безопасности. В общем, рекомендую. Особенно
цены вообще радуют очень сильно. Я сейчас до аэропорта поеду в ресторан, покушаю и покажу вам, что я заказала, сколько это стоит. Дорогие мои, благодарю, что посмотрели это видео до конца. И увидимся с вами уже очень скоро. Целую, обнимаю. Пока.